Во Флориде биологи обнаружили десятки крокодилов с оторванными конечностями. И виновник оказался не акула, не другой хищник и даже не человек. Ученые были в шоке, когда выяснилось, кто именно массово калечит одних из самых опасных рептилий планеты. Настоящий калприт скрывался у всех на виду. Все началось весной 2022, когда рейнджер Карлос Мендес патрулировал берега национального заповедника Биг Сайпресс на юге Флориды. Он заметил крокодила, который странно двигался у края болота. Животное волочило заднюю часть тела, передвигаясь только на передних лапах. Мендес решил, что это единичный случай нападения другого крокодила. Но через 3 дня он нашел еще 2 рептилий с точно такими же травмами. Когда зоолог Дэниела Руссо из Университета Майами получила первые фотографии, она сразу обратила внимание на характер ранений. Раны были чистыми, почти хирургическими. Никаких следов зубов крупного хищника, никаких рваных краев. Конечности были откушены у самого основания с такой точностью, что это не укладывалось ни в одну известную модель поведения местной фауны. Команда Руссо развернула наблюдательные посты в 6 точках заповедника. За первые 2 недели исследователи зафиксировали 37 особей американского крокодила с частично или полностью утраченными конечностями. Это была не случайность и не единичные нападения. Это был массовый, систематический процесс. Первая версия – браконьеры. Флоридские власти немедленно усилили патрулирование. Инспекторы проверили все рыболовные лагеря в радиусе 40 километров. Ни одной улики, ни одного подозреваемого. Капканы и ловушки тоже исключили. Характер травм не совпадал с механическими повреждениями. Вторая версия – другие крокодилы. Известно, что рептилии территориальны и могут атаковать сородичей. Но здесь была проблема. Пострадавшие особи весили от 70 до 120 килограммов. Чтобы откусить конечность взрослому крокодилу у самого основания, нужна сила укуса, которой нет ни у одного животного во Флориде. Сила укуса американского крокодила составляет около 2000 килограммов на квадратный сантиметр, но даже это не объясняло анатомическую точность повреждений. Третья версия появилась после того, как Руссо отправила образцы тканей с краев ран в лабораторию Смитсоновского института. Результаты пришли через 18 дней и перевернули все расследование. На тканях обнаружили следы химического воздействия, специфические ферменты, которые буквально растворяли коллаген и костную ткань перед механическим отделением конечности. Это не был укус в привычном смысле слова. Что-то сначала химически разрушало сустав, а потом отрывало ногу. Биохимик Томас Уивер, изучив состав ферментов, сразу узнал эту молекулярную подпись. Он видел похожий профиль только однажды – в исследованиях морских организмов. Конкретно, у одного класса беспозвоночных, которых никто в здравом уме не связал бы с нападениями на крокодилов. Уивер позвонил Руссо в 1:00 ночи и сказал только одну фразу. «Даниэла, это морские миноги, только необычные». Миноги – древнейшие позвоночные на планете, существующие 360 миллионов лет. Они паразитируют на рыбах, присасываясь к боку жертвы и выделяя антикоагулянты, которые не дают ране закрыться. Но никогда, ни в одном задокументированном случае, они не атаковали крокодилов. И уж тем более не откусывали им конечности. Именно эта деталь не давала покоя Руссо. Миноги физически не способны откусить ногу взрослой рептилии. У них нет челюстей в привычном понимании, только круговой ротовой диск с кератиновыми зубами. Ответ пришел, когда исследователи установили подводные камеры в болотах Биг Сайпресс и впервые увидели происходящее своими глазами. Запись с подводной камеры номер 4, установленной на глубине 80 сантиметров у северного края болота, показала то, чего не ожидал никто из команды. На экране было видно, как крокодил лежит на дне в типичной позе отдыха. Неподвижно, с полузакрытыми глазами. К его задней левой конечности присосались не 1 и не 2 миноги. Их было больше 40. Они облепили сустав плотным кольцом и работали синхронно. Каждая выделяла ферменты. Каждая тянула в свою сторону. Крокодил даже не реагировал. Его нервная система просто не воспринимала происходящее как угрозу. Это объяснялось анатомией. Конечности крокодила содержат значительно меньше нервных окончаний, чем туловище. Болевой порог в области суставов у этих рептилий настолько высок, что животное буквально не чувствует, как теряет ногу. Процесс занимал от 4 до 6 часов. За это время коллективные ферменты миног разрушали суставную капсулу полностью, и конечность отделялась под собственным весом рептилии при первом же движении. Руссо насчитала на записях за первые 10 дней наблюдений 48 подобных эпизодов. Но это было только в зоне покрытия камер, участке площадью около 2 квадратных километров. Весь заповедник Биг Сайпресс занимает почти 3000 квадратных километров. Следующий шокирующий факт касался самих миног. Биолог Эрик Фаррелл, специалист по паразитологии из Флоридского государственного университета, взял образцы у пойманных особей и сравнил их ДНК с базами данных.
Результат. Это была мутировавшая популяция морской миноги, которая проникла во внутренние водоемы Флориды еще в 90-х через систему каналов, построенных для осушения болот Эверглейдс. За 30 лет изоляции от морской среды эта популяция выработала новое поведение и изменила биохимический состав своих ферментов. Обычная морская минога выделяет антикоагулянты, чтобы поддерживать непрекращающееся кровотечение у рыбы хозяина. Флоридская мутировавшая разновидность выделяла дополнительно протеазы, ферменты, разрушающие белковые структуры. Именно они растворяли хрящевую ткань суставов крокодила. Фаррелл также объяснил, почему миноги переключились с рыбы на крокодилов. Популяция рыб в болотах Big Cypress за последние 15 лет сократилась на 63%. Вследствие инвазии флоридских питонов, которые уничтожали мелких млекопитающих, нарушая всю пищевую цепочку. Миноги остались без привычного источника питания и переключились на единственных крупных животных, которые проводили достаточно времени в воде неподвижно, на крокодилов во время отдыха. К июлю 2022 команда Руссо задокументировала 114 крокодилов с травмами конечностей в одном только заповеднике. Из них 27 потеряли сразу две конечности, трое — три. Один самец длиной 3 метра 80 сантиметров передвигался только на передних лапах. Обе задние были утрачены полностью. Особенно тревожным было другое открытие. Американский крокодил внесен в список уязвимых видов. Во всей Флориде насчитывается не более 2000 особей. 114 пострадавших особей — это почти 6% всей популяции штата. Животные без задних конечностей не могут нормально охотиться, с трудом размножаются и значительно уязвимее перед другими хищниками. Смертность среди травмированных особей в течение первого года составила 41%. Когда данные легли на стол службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США, чиновники потребовали немедленного ответа на один вопрос: это локальная проблема или миноги уже распространились за пределы Big Cypress? Фаррелл попросил 2 суток на проверку. Через 48 часов он вернулся с картой, которая заставила замолчать весь конференц-зал. На карте Фаррелла красными точками были отмечены все водоемы Южной Флориды, где его команда за 48 часов обнаружила следы присутствия мутировавшей миноги. Точек было 218. Они покрывали не только Big Cypress, но и большую часть Everglades, несколько рек округа Колье и 2 искусственных канала, которые подходили вплотную к границам жилых районов Майами. Миноги распространились по всей водной системе юга штата. И сделали это незаметно, потому что никто не искал их там, где они оказались. Виновник номер 1 — система каналов Корпуса инженеров армии США, построенная между 1948 и 1971 годами. Тогда правительство Флориды приняло решение осушить часть болот Эверглейдс для нужд сельского хозяйства и строительства. Было прорыто более 2000 километров каналов, установлено 150 насосных станций и 68 шлюзов. Эта система фактически соединила все внутренние водоемы юга штата в единую сеть. То, что изначально задумывалось как способ контролировать уровень воды, превратилось в идеальный миграционный коридор для любого водного организма. Морские миноги попали в эту систему предположительно в 1993-м, когда ураган Эндрю разрушил несколько прибрежных шлюзов в округе Майами-Дейд. Соленая вода с Атлантического побережья хлынула вглубь материка через поврежденные шлюзы, и вместе с ней пришли морские организмы, включая личинки миног. Восстановительные работы заняли больше года, и за это время популяция успела закрепиться во внутренних водоемах. Виновник номер 2 — питоны. Бирманский питон появился в Эверглейдс в 80-х как беглец из частных коллекций и зоомагазинов. К 2022-му популяция питонов в Южной Флориде оценивалась в 150 тысяч особей. Эти змеи уничтожили 90% популяции кроликов, енотов и опоссумов в Эверглейдс. Следом рухнула популяция рыб, потому что мелкие млекопитающие, которых съели питоны, больше не удобряли водоемы органикой, не регулировали прибрежную растительность и не служили пищей для хищных птиц, которые контролировали численность рыбы. Цепочка разрушилась полностью, миноги остались без рыбы и нашли крокодилов. Виновник номер 3 — климат. Средняя температура воды в болотах Южной Флориды за последние 20 лет выросла на 1,7 градуса Цельсия. Для миног это критично. Их репродуктивный цикл напрямую зависит от температуры воды. При повышении температуры личинки миног развиваются быстрее, период между поколениями сокращается и популяция растет экспоненциально. Фаррелл подсчитал, что за последние 10 лет мутировавшая флоридская минога увеличила свою численность приблизительно в 17 раз. Таким образом, за массовыми увечьями крокодилов стояло не одно событие и не один виновник.
Это был результат 70 лет последовательных решений. Строительство каналов, торговля экзотическими животными, изменение климата. Каждый фактор по отдельности не привел бы к катастрофе. Но все три вместе создали условия, при которых древний паразит эволюционировал за 30 лет и начал уничтожать одного из крупнейших хищников континента. Руссо опубликовала предварительные результаты исследования в журнале «Биологические инвазии» в сентябре 2022. Статья вызвала немедленную реакцию, но не ту, которую она ожидала. Несколько крупных землевладельцев из округа Колье, чьи угодья граничили с зараженными каналами, подали жалобы в законодательное собрание Флориды, требуя засекретить данные, чтобы не допустить падения цен на недвижимость. Одновременно Федеральное агентство по охране окружающей среды заморозило финансирование экстренных мер, сославшись на необходимость дополнительной проверки данных. Руссо получила 6 недель на то, чтобы доказать масштаб угрозы с помощью новых полевых данных, иначе ее программа закрывалась. За эти 6 недель произошло то, что окончательно убедило всех скептиков. На 23-й день из отведенных 6 недель рейнджер Мендес снова вышел на связь. На этот раз не из заповедника, а из частного охотничьего угодья в 30 километрах севернее Биг Сайпресс. Владелец угодья обнаружил у края своего пруда нечто, что поначалу принял за мусор. Это оказались останки американского аллигатора длиной 2 метра 40 сантиметров. Все 4 конечности отсутствовали, причем аллигатор был жив. Это меняло все. До этого момента команда Руссо фиксировала атаки исключительно на американских крокодилов, вид, занесенный в охраняемые списки. Американский аллигатор Другой вид дашчи, значительно более многочисленный, около 1 300 000 особей только во Флориде. Если миноги переключились и на аллигаторов, масштаб катастрофы возрастал на порядок. Руссо выехала на место через 3 часа. Аллигатор лежал у самой кромки воды. Культи конечностей уже частично затянулись. Рептилии обладают исключительными регенеративными способностями применительно к мягким тканям. Но кости не восстанавливались, животное было обречено. Руссо взяла мазки с краев ран и отправила в лабораторию. Результат пришел через 12 часов. Тот же ферментный профиль, те же протеазы, та же мутировавшая минога. Фаррелл немедленно проверил водоем. Пруд площадью около гектара соединялся дренажным каналом с основной ирригационной системой округа. По этому каналу миноги и пришли. Глубина канала составляла всего 40 сантиметров, достаточно для миграции личинок в период дождей. Но самое неожиданное открытие этих 6 недель касалось не аллигаторов. На 38-й день лаборант Руссо Маркус Тейт проверял ловушки, расставленные вдоль канала Сесса 111 в южной части Эверглейдс, одного из самых крупных искусственных водотоков системы. В одну из ловушек попалась минога длиной 62 сантиметра. Для сравнения, стандартная морская минога вырастает максимум до 90 сантиметров, а внутренние пресноводные разновидности редко превышают 30. Тейт сфотографировал находку, отправил фото Фарреллу и получил ответ через 4 минуты. «Немедленно сохрани живой образец и никуда не уходи». Фаррелл приехал лично. Минога из канала CS-111 отличалась от всех ранее пойманных особей не только размером. Ее ротовой диск был заметно крупнее, диаметром около 4 см против стандартных 2. Количество кератиновых зубных рядов составляло 9 против обычных 5-6. Под микроскопом обнаружилось, что зубы имели другую геометрию. Не загнутые внутрь, как у обычной миноги, а расположенные под углом, создающим режущее, а не удерживающее усилие. Фаррелл понял, что перед ним не просто мутировавшая популяция. Это была уже новая морфологическая форма. Животное, которое за 30 лет изоляции изменило не только биохимию, но и физическую структуру ротового аппарата. Естественный отбор в закрытой популяции, питающейся на крупных рептилиях, за 3 десятка поколений сформировал принципиально иной инструмент охоты. Именно эта особь, по расчетам Фаррелла, была способна самостоятельно, без помощи сородичей, повредить суставную капсулу небольшого крокодила. Коллективное поведение, которое фиксировали камеры в Биг Сайпресс, было адаптацией к работе стандартными инструментами. Особь из канала CS-111 представляла следующий эволюционный шаг – одиночного охотника. Фаррелл назвал эту форму в рабочих записях тип альфа. Он предположил, что если тип альфа успел размножиться, в системе каналов уже существует второе поколение с теми же или более выраженными характеристиками. Проверить это предположение немедленно не представлялось возможным. Требовалось масштабное генетическое исследование всей популяции. Руссо включила данные об особи из канала CS-111 в экстренный доклад Федеральному агентству. На этот раз финансирование разморозили в течение 48 часов. Но было уже поздно для тихого решения проблемы. За день до подачи доклада местный телеканал из Майами опубликовал видео с аллигатором без конечностей, снятое на телефон владельцем охотничьего угодья. Ролик набрал за ночь 19 миллионов просмотров. Видео с аллигатором разлетелось по всем крупным американским изданиям за 12 часов. Редакция журнала National Geographic связалась с Руссо в 6 утра. CNN запросила комментарий к 10.
К полудню у входа в университетский корпус, где располагалась лаборатория Руссо, стояли 4 съемочные группы. Руссо не вышла ни к одной из них. Она в этот момент разбирала данные, которые полностью меняли картину произошедшего. Ночью лаборант Тейт завершил обработку архивных спутниковых снимков водоемов Южной Флориды за период с 2010 по 2022 год. Задача была простой – отследить изменения в поведении крокодилов и аллигаторов по косвенным признакам. Частоте появления в мелководных зонах, изменению маршрутов миграции, сдвигам в местах гнездования. Тейт ожидал увидеть изменения, начиная примерно с 2018-го, когда, по расчетам Фаррелла, популяция миног достигла критической массы. Изменения начались в 2012-м. 10 лет назад крокодилы в нескольких районах Эверглейдс начали избегать определенных участков мелководья, которые прежде использовали для отдыха регулярно. Маршруты гнездования самок сместились там в среднем на 800 метров от исторических мест. В 2015-м резко сократилось число крокодилов, замеченных в каналах в ночное время. Именно тогда, когда миноги наиболее активны. Животные адаптировались к угрозе задолго до того, как люди вообще заметили проблему. Это означало, что атаки на крокодилов начались не в 2022-м. Они начались как минимум 10 годами раньше. Просто все предыдущие жертвы либо погибли незамеченными в глубине болот, либо их травмы были списаны на территориальные конфликты между рептилиями. Руссо запросила архивы ветеринарной службы заповедника за период с 2010 по 2021 год. В базе данных обнаружилось 23 записи о крокодилах и аллигаторах с необъяснимыми травмами конечностей. Все 23 случая были закрыты с пометкой «Вероятно, результат конфликта с сородичами». Ни в одном случае не были взяты образцы тканей для биохимического анализа. Параллельно Фаррелл получил результаты генетического анализа 37 особей миног, пойманных в разных точках системы каналов. Данные показали, популяция не была однородной. Она делилась на 3 генетически различимые группы, которые разошлись приблизительно в 2005, 2012 и 2018 годах. Каждая группа занимала свой сектор водной системы и имела незначительно отличающийся ферментный профиль. Эволюция шла отдельными ветвями в разных участках каналов. Особь типа альфа из канала Сесса-111 принадлежала к 3-й, самой молодой генетической группе. Именно в этой группе концентрировались все морфологические изменения ротового аппарата. Фаррелл провел расчет. Если темп мутаций в 3-й группе сохранится, через 2 поколения, примерно через 6-8 лет, размер ротового диска достигнет значений, при которых одиночная особь сможет атаковать взрослого аллигатора весом свыше 100 килограммов без коллективной поддержки. Шокирующей уликой номер 2 стали данные со спутниковых меток, которые служба охраны природы устанавливала на крупных крокодилов в рамках стандартной программы мониторинга. Из 48 меченых особей, находившихся под наблюдением с 2018 к октябрю 2022 сигналы подавали только 29. 19 меток замолчали. Стандартная интерпретация – гибель животного или выход метки из строя. Руссо запросила координаты последних сигналов всех 19 замолчавших меток. 17 из 19 последних сигналов поступили из точек, находившихся в непосредственной близости от крупных каналов ирригационной системы. Третья улика пришла из совершенно неожиданного источника. Орнитолог Джейн Коллинз из природоохранной организации Одюбон, Флорида, изучала падение численности американского белого ибиса в Эверглейдс и случайно наткнулась на аномалию в своих данных. Птицы, которые традиционно кормились на мелководье рядом с крокодилами, используя рептилий как живые укрытия, отпугивающие других хищников, в 2014-м начали массово покидать исторические кормовые зоны. Коллинз объясняла это изменением уровня воды. Теперь стало ясно, птицы уходили потому, что крокодилы уходили первыми. Экосистема реагировала на присутствие мутировавших миног каскадом изменений на всех уровнях. За 10 лет до того, как первый человек увидел крокодила без ноги. В ноябре 2022 природа сама вмешалась в ход событий и сделала это с той жестокой точностью, которая не оставляла места для сомнений в масштабе проблемы. Ураган 4-й категории Николь прошел через восточное побережье Флориды 9 ноября. Ветер со скоростью 180 км в час поднял уровень воды в каналах ирригационной системы на 1,5 метра выше нормы. Шлюзы, которые в штатном режиме контролировали направление потоков, были открыты вручную для предотвращения затопления сельскохозяйственных угодий. В течение 72 часов вода из внутренних болот Эверглейдс свободно перетекала через всю систему каналов в обоих направлениях. Когда вода спала, Фаррелл отправил 15 полевых групп проверить контрольные точки по всей системе. Миноги вышли за все ранее зафиксированные границы распространения. Их обнаружили в водоемах округа Пальм-Бич, на 120 километров севернее предыдущей крайней точки. Нашли в дренажных прудах агропромышленных предприятий в округе Хенри. 3 особи поймали в декоративном озере жилого комплекса на окраине Форт Лодердейла.
Последний факт немедленно передали в городское управление коммунального хозяйства. Декоративное озеро соединялось подземным дренажным коллектором с городской ливневой системой. Технически миноги могли мигрировать по этому коллектору в любом направлении. Городские власти Форт Лодердейла закрыли 3 ближайших общественных пляжа на реке Нью-Ривер в течение 2 часов после получения информации. Паника в прессе достигла максимума. Заголовки газет кричали об убийцах крокодилов в городских водоемах. Мэрия Майами потребовала проверить все искусственные водоемы в черте города. Проверка выявила следы присутствия миног в 7 точках. Все в южных районах, все связанные с ирригационными каналами. Но пока политики реагировали на городскую угрозу, в болотах происходило нечто, что Руссо считала значительно более важным. Природа запустила собственный механизм ответа, и он оказался совершенно неожиданным. Флоридская пантера, один из самых редких подвидов пумы в мире, около 200 особей, начала активно охотиться у водоемов в ночное время. Камеры фотоловушек в Биг Сайпресс зафиксировали резкий рост ночной активности пантер именно у кромки воды, начиная с октября. Биолог Сандра Мур, которая вела долгосрочный мониторинг пантер, обратила внимание, что кошки подолгу стоят у воды, глядя в воду, а не на противоположный берег. Мур установила дополнительные камеры с ночным режимом съемки и через неделю получила запись, которую немедленно переслала Руссо. На записи флоридская пантера стояла по колено в воде у края болота. Через несколько секунд она резким движением лапы выбросила на берег минога длиной около 40 сантиметров и тут же придавила его второй лапой. Затем съела. Мур проверила содержимое желудков 2 пантер, погибших в дорожно-транспортных происшествиях в октябре и ноябре. Стандартная процедура для мониторинга рациона. В обоих случаях среди остатков пищи обнаружились фрагменты миног. Флоридские пантеры начали охотиться на мутировавших миног самостоятельно, без какого-либо вмешательства человека. Это был первый задокументированный случай, когда наземный хищник включил пресноводную минога в свой регулярный рацион. Руссо немедленно запросила данные по всем 57 пантерам, оснащенным спутниковыми ошейниками. Анализ маршрутов за последние 3 месяца показал, 22 из 57 особей регулярно посещали водоемы ночью. Поведение, нетипичное для этого подвида. Пантеры исторически избегают воды и охотятся преимущественно на оленей и кабанов в сухих местообитаниях. Что-то изменило их поведение. Фаррелл предложил объяснение. Популяция оленей белохвостых в Эверглейдс за 2 года сократилась на 31%. Прямое следствие той же цепочки, которая уничтожила рыбные запасы. Питоны уничтожили мелких млекопитающих, нарушив кормовую базу хищных птиц, которые контролировали численность грызунов, которые конкурировали с оленями за растительную пищу. Пантеры оказались перед дефицитом привычной добычи и начали искать альтернативу. Они нашли ее в воде. Случайно или нет, неизвестно. Но факт оставался фактом. Единственный естественный хищник, который начал сдерживать популяцию мутировавших миног, делал это не потому, что экосистема восстанавливала баланс. Он делал это потому, что сам оказался в условиях пищевого стресса. Это была нестабилизация. Это был еще один симптом системного коллапса, который охватил весь юг Флориды. Декабрь 2022 принес данные годового мониторинга, и Руссо впервые за все расследование попросила команду остановить совещание на середине. Она молча смотрела на экран несколько секунд, потом попросила Тейта перепроверить цифры. Тейт перепроверил. Цифры не изменились. Популяция американского крокодила во Флориде за 12 месяцев сократилась с примерно 2000 особей до 1437. Минус 28% за 1 год. Для сравнения, за предыдущие 10 лет совокупные потери популяции составляли около 9%. Вид, который медленно восстанавливался после десятилетий охоты и потери среды обитания, терял за 1 год больше, чем за предшествующее десятилетие. Но это была только часть картины. Фаррелл наложил карту распространения миног на карту гнездовых колоний крокодилов. Из 22 известных гнездовых участков, активных в 2021, в 2022 использовались только 13. 9 колоний были заброшены. Самки не вернулись к местам, где гнездились годами. Это означало, что популяция не просто теряла взрослых особей, она теряла репродуктивный потенциал. Даже если остановить атаки миног немедленно, восстановление займет не менее 15 лет при самом оптимистичном сценарии. Аллигаторы держались лучше, их было несравнимо больше, и потери в абсолютных числах казались менее критичными. Но Фаррелл обнаружил тревожную тенденцию в возрастной структуре пострадавших особей. Среди крокодилов с травмами конечностей преобладали животные в возрасте от 8 до 15 лет, самый репродуктивно активный период. Миноги атаковали не случайно.
случайных животных. Они атаковали тех, кто проводил больше времени в воде. А это именно половозрелые самки в период поиска партнера и самцы, патрулирующие водные территории. Одновременно пришли результаты исследования, которое Руссо считало второстепенным, когда заказывал его 3 месяца назад. Химик Уивер проанализировал состав воды в болотах Big Cypress на предмет биохимических следов жизнедеятельности миног. Результат оказался неожиданным. Ферменты, которые миноги выделяли в процессе атак, накапливались в воде и сохраняли активность до 72 часов. Их концентрация в некоторых застойных участках болот достигла уровня, при котором они начали воздействовать на икру крокодилов непосредственно в гнездах, расположенных у воды. Уивер провел лабораторный эксперимент, поместил оплодотворенные яйца крокодила в воду с концентрацией ферментов, соответствующей замеренной в болотах. Из 20 яиц вылупились только 7. У 3 из 7 вылупившихся детенышей наблюдались деформации конечностей. Это был принципиально новый механизм воздействия. Миноги уже не просто калечили взрослых животных. Их биохимические выделения разрушали следующее поколение еще до вылупления. Руссо передала данные Уивера в службу охраны рыбных ресурсов и дикой природы с пометкой «Критический приоритет». Ответ пришел через 3 суток. Федеральное агентство инициирует процедуру присвоения американскому крокодилу статуса, находящегося под угрозой исчезновения. Более высокого уровня защиты, чем нынешний статус уязвимого. Процедура занимает от 6 месяцев до 2 лет. За эти 2 месяца популяция потеряет еще около 100 особей. Фаррелл в декабре опубликовал отдельный расчет, который пресса немедленно растиражировала под сенсационными заголовками. При сохранении текущих темпов потерь и с учетом подавленного репродуктивного потенциала популяция американского крокодила во Флориде опустится ниже критической отметки в 500 особей через 7 лет. Ниже этой отметки генетическое разнообразие популяции становится недостаточным для долгосрочного выживания вида без активного вмешательства человека. Программ разведения в неволе и искусственного расселения. Вид, переживший вымирание динозавров, переживший ледниковые периоды, переживший миллионы лет климатических катаклизмов, стоял перед угрозой исчезновения с конкретной территории за 7 лет. Из-за паразита размером с руку человека, которого никто не заметил вовремя. Последний факт, который Руссо включила в декабрьский доклад, касался особи типа альфа из канала C111. Фаррелл вернулся к этой точке в ноябре с расширенной группой и расставил 30 ловушек на участке длиной 2 километра. За 2 недели поймали 14 особей. 6 из 14 имели морфологические признаки типа альфа. Увеличенный ротовой диск и измененную геометрию зубных рядов. Это была уже не аномалия, это становилось нормой. В январе 2023-го Руссо выступила перед Комитетом Конгресса США по природным ресурсам. Ей дали 20 минут. Она уложилась в 17, потому что факты не требовали украшений. Когда она закончила, в зале молчали около 30 секунд, что для слушаний в Конгрессе является абсолютной редкостью. Федеральное правительство выделило экстренное финансирование в размере 47 миллионов долларов на 3-летнюю программу борьбы с инвазивной популяцией миног в водоемах Южной Флориды. Программа включала 3 направления. Первое – химический контроль. Применение специфического ламприцида, вещества, которое токсично для миног, но относительно безопасно для большинства других водных организмов. Его использовали в Великих озерах с 50-х годов против морской миноги с доказанной эффективностью. Второе направление – механические барьеры на ключевых шлюзах, препятствующие миграции личинок. Третье. Программа мониторинга с использованием экологической ДНК. Забор проб воды и анализ генетических следов для отслеживания границ популяции в режиме реального времени. Ламприцид начали применять в марте 2023 в 5 пилотных секторах каналов. Результаты первичной обработки показали снижение численности миног на 83% в обработанных зонах. Но у метода было принципиальное ограничение – болото Эверглейдс, не канал с четкими берегами. Это 1000 квадратных километров мелководных зарослей, где невозможно равномерно распределить химический агент. Обработать можно каналы и крупные водоемы. Болотные массивы оставались недоступны. Фаррелл подсчитал, что даже при 100% эффективности обработки каналов в болотах сохранится достаточная резервная популяция миног для повторного заселения очищенных зон в течение 2-3 сезонов дождей. Программа могла контролировать проблему. Решить ее нет. К концу 2023-го счет пострадавших рептилий перевалил за 400 особей в 7 округах Флориды. Американский крокодил официально получил статус находящегося под угрозой исчезновения в октябре того же года, впервые с 1975-го, когда вид был внесен в первоначальный список охраняемых животных после десятилетий неконтролируемой охоты. Так замкнулся круг.
Полвека назад человек едва не уничтожил американского крокодила ружьем и капканом. Потом одумался, принял законы, создал заповедники, и вид начал восстанавливаться. Теперь та же самая человеческая деятельность, строительство каналов, торговля питонами, изменение климата и создала условия, при которых древний паразит эволюционировал в нечто новое и снова поставил вид на грань. Виновник, которого искали в начале этой истории, оказался не акулой, не браконьером и не неизвестным хищником. Виновником оказался паразит длиной в половину человеческого роста, существующий на Земле дольше, чем существуют динозавры. Ну что, как вам эта крокодилья драма? Если хотите узнать еще больше шокирующих историй из мира животных и не только, загляните на наш сайт wideori.com, тогда ссылка в описании. Ведь кто знает, какие еще паразиты ждут своего часа в нашем контенте. Минога не изменилась сама по себе. Ее изменили условия, которые создал человек. И она воспользовалась каждым из этих условий с точностью, которую не планировал никто. Руссо опубликовала итоговую монографию в феврале 2024 В последнем абзаце она написала одну фразу, которую впоследствии процитировали в сотнях научных работ. «Мы не наблюдаем атаку инвазивного вида на местную фауну. Мы наблюдаем результат собственных решений, материализовавшийся в форме, которую не предсказал никто». Флоридская пантера продолжает охотиться на миног у ночных берегов болот. Крокодилы продолжают избегать мелководья у каналов. Миноги продолжают эволюционировать в застойных водах Эверглейдс. А в канале Сесадо-11 Фаррелл в марте 2024 поймал особь типа альфа с ротовым диском диаметром 4,8 см. На 3/4 сантиметра больше, чем у первой особи, пойманной 1,5 года назад.